Спасибо, спасибо большое. Спасибо тебе огромное. Спасибо. Мы тебя так любим. Диарс – самые преданные поклонники во всем мире. Эти люди любят всей душой и сердцем своего артиста и готовы следовать с ним на край света. Где бы ни был Димаш, в какую бы страну он ни прилетел, его везде ждут его любящие поклонники с цветами и подарками, и он отвечает им взаимностью. Миллионы людей по всему миру объединяются в самый большой и самый душевный фан-клуб – это семья Диарс. И сегодня мы расскажем вам об этой огромной семье. Приятного просмотра, друзья! Bye-bye. Bye-bye. Have a good rest. Bye-bye. Take care of yourself, Dimash. Bye-bye. Популярность Димаша продолжает расти, и никакие карантины и общая ситуация в мире этому не мешают. В какое интересное время мы живем. Интернет, гаджеты, соцсети, мессенджеры, цифровизация, тренды, хайп, количество просмотров, статистика и прочее. Уникальность нашего времени именно в наличии интернета. Если раньше, чтобы стать знаменитым, например, с новой песней, певцу надо было обязательно засветиться на ТВ и радио, то сейчас все иначе. Музыка или видео могут просто завируситься в сетях и попасть в разные чарты, тренды, неожиданно стать популярными. Главное тут оказаться интересным для большинства. Стал бы Димаш в 2017 году таким популярным, если бы оставался в Казахстане, не принял бы участие на конкурсе в Китае? Ответ можно найти в цифрах. Население Казахстана составляет всего 18 миллионов человек. Население Китая – 1,5 миллиарда человек. It's not good, it's girls. Количество пользователей Юку, аналога Ютуба в Китае, в 2017 году было 600 миллионов человек, а сейчас 900 миллионов. Неудивительно, что именно в Китае Димаш так быстро стал знаменитым. Но одно дело стать знаменитым и популярным, а совсем другое — удержаться на этой волне. И у Димаша это получилось. Он не только привлек к себе внимание, но и смог удержать его. Стратегия продюсирования, талант и целеустремленность сыграли свою роль. С другой стороны, популярность в наше время быстротечна. Сегодня популярен один хит, а завтра уже другой. Людям постоянно нужно что-то свежее, новое, как ненасытному дракону. Фан-база растет в геометрической прогрессии, а новые видео с Димашем появляются, наверное, каждую секунду. Получается, что производство контента взяли на себя фанаты. И ничего страшного, что видео не всегда суперкачественные. Зато они всегда востребованные и не дают заскучать фанатам. Но, конечно же, никакой популярности не было бы, если бы талант Димаша не был уникальным. Ведь в первую очередь, именно его космический голос ловит на себе внимание всех его будущих фанатов. И эти фанаты уже насчитывают много миллионов людей по всей территории планеты. У интернет-маркетологов есть такая тема, как личный бренд. Так вот, сознательно ли или нет, но Димаш уже стал человеком-брендом. Мы видим превосходные качества, присущие ему: человечность, талант, высокая работоспособность, почитание старших, любовь к детям, сохранение казахских традиций, патриотизм, благотворительность, благодарность семье, учителям и всем, кто помогает ему. Конечно, фанаты ценят не только песни в исполнении Димаша. Они ценят и любят весь его образ. Если в каком-то интервью спросить у музыканта, композитора или продюсера его мнение о Димаше, это интервью потом окажется в топе.
Просто DRC найдут, вырежут и растиражируют этот ценный кусочек интервью, где упоминается их золотой. Жаз беріңдер дейді ол бізге. Because I'm with fans together. Я фанат Димаша и могу говорить о его достоинствах очень долго. Выделю основное. В отличие от почти всех других артистов, Димаш на сцене не играет, он на ней живет. Живет азартно и страстно. На сцене его дом, он там по-настоящему счастлив и щедро делится этим счастьем со слушателями и зрителями. Он очень артистичен и как мало кто еще умеет передавать голосом, мимикой и жестами эмоции и мысли. Второе его качество, которое я очень ценю, это его профессионализм и очень честное отношение к своему делу и своим зрителям. Для него нет проходных выступлений, он каждый раз выкладывается по полной. После Димаша не просто слушать других эстрадных исполнителей. Привыкнув к уровню его вокала, где все идеально чисто и точно, невольно замечаешь огрехи других певцов. Третье важное качество Димаша – он очень творческий человек. Его кавер-версии никогда не копируют оригинал. В, казалось бы, давно всем известных хитах он находит что-то новое, то, чего до него никто не увидел, и поэтому он словно дает старым хитам новую жизнь. Это скорее не каверы, а ремейки. В новых же песнях он каждый раз преподносит какие-то сюрпризы, хотя мы знаем все его выступления. Да что уж там, многие мои подруги-фанаты, взглянув на фотографию, безошибочно могут сказать, когда и где она была снята. Димаш обладает очень красивым голосом с узнаваемым тембром и невероятно широким диапазоном. Он очень красив. Это все очень важно в его профессии, но не это главное. Мы верим Димашу, уважаем его, очень гордимся ими как артистом и как человеком и очень любим. Людям, которым не довелось, я считаю, не посчастливилось, быть чьим-то фанатом, понять фанатов непросто. Даже сам Димаш первое время, как мне казалось, смотрел на нас с вопросом в глазах. «Кто вы такие? Что вам от меня нужно?» Осознание к нему пришло не сразу. Чтобы сделать приятно Димашу и стать ему чуточку ближе, фанаты из далеких стран учат казахский язык и даже берут уроки игры на домбре. Кто-то из фанатов стал писать стихи о Димаше, кто-то рисовать. Благодаря Димашу несколько миллионов людей в мире научились работать на компьютере, ведут странички в социальных сетях, осваивают мобильные приложения. Чтобы быть активным фанатом, мне и моим подругам очень многому пришлось научиться. А еще я прилично подтянула свой английский и познания в музыке и в вокале. Фан-клубы — это очень важный социальный институт. Благодаря им многие люди обретают круг общения, а иногда находят настоящих друзей, как в своей стране или городе, так и за рубежом. Я считаю, что фанатская любовь — это очень светлое и бескорыстное чувство. А еще у фанатов много интересных приключений. Быть фанатом Димаша очень увлекательно. Мы живем как бы в интересном сериале.
Я, фанат со стажем, можно сказать, ветеран. Когда это начиналось и меня затянули в фан-клуб, я давала себе зарок, что буду заниматься этим 1 год. Сейчас идет уже 6-й год. Фан-клуб Димаша не похож на фан-клубы других звезд. Обычно организацией и руководством фан-клуба занимаются менеджеры знаменитостей. У Димаша все иначе. Его фан-клубы создают поклонники. Причем если в других фан-клубах состоят в основном молодежь и подростки, в фан-клубах Димаша люди всех возрастов, от 14 до почти 100 лет. В последнее время становится больше мужчин-фанатов. Фан-клуб возникает так. Однажды кто-то заводит страничку в соцсети и начинает искать других фанатов в своем городе или стране. Я с вашего разрешения, позвольте мне после концерта забрать их, хорошо? Спасибо большое. Нет. Люблю вас! Нет, сейчас вы забирайте. Спасибо. После Потом организовывает встречу, как правило, в каком-нибудь кафе. Затем члены этой группы устраивают мозговой штурм, стараясь придумать, что они могут сделать для продвижения творчества Димаша в своей стране. Придумывают всевозможные акции, мероприятия. Чего только не было за эти годы. Я думаю, что для Димаша большим сюрпризом была одна фанатская акция. В 2018 году он впервые поехал на «Новую волну» в Сочи. Это было чуть ли не первое его выступление в России. Он прилетает в Сочи и первое, что видит, билборд со своим портретом перед аэропортом. К приезду Димаша фанаты из нескольких стран собрали деньги и организовали Димашу сюрприз. По всему Сочи висели афиши, билборды и экраны с Димашем. Российские звезды решили было тогда, что это работа его менеджеров, и не поверили, что это сюрприз от фанатов. А потом фанатский десант завалил Димаша цветами. Продвижение и пиар Димаша – это, наверное, основное, чем занимаются фанаты. Есть еще одно важное направление – благотворительность. Как-то Димаш попросил фанатов не дарить ему дорогие вещи. Он сказал, что у него не всегда хватает времени на благотворительность, и попросил фанатов ему помочь. Чаще всего фанаты помогают детям, детским домам, больницам, хосписам, общественным организациям. Помогают людям, пострадавшим от каких-то катаклизмов. В мире сейчас свыше 200 фан-клубов и групп Димаша. Они постоянно появляются, иногда распадаются. Некоторые фанаты одновременно являются членами нескольких групп. Фандом Димаша – это живой организм, находящийся в постоянном движении. Мы живем примерно в 150 странах мира. Кого-то встречали на концертах в разных концах мира, с кем-то знакомы только через сети. Обычно нам хватает сетевого общения, но иногда мы организовываем какие-то совместные акции и тогда обращаемся друг к другу за помощью. Иногда бывает, к сожалению, что кто-то из фанатов тяжело заболевает или умирает. В таких ситуациях фанаты тоже не остаются в стороне, мы стараемся помогать, чем можем. Фан-клубы дают человеку общение, новые знакомства, досуг, в зависимости от направления фан-клуба. Как сейчас говорят, люди – это новая нефть. Твои связи и знакомства – это твои будущие каналы продвижения, получения информации, нетворкинг, который может принести успех. Фан-клубы позволяют человеку развивать свои способности и таланты.
Публиковались истории, когда фанаты начинают сами играть в футбол или петь. Фан-клубы дают возможности для путешествий, например, когда фанаты едут на гастроли любимого исполнителя и их, скажем, коллеги из этого города помогают с размещением у себя дома. Для кого-то фан-клуб может стать работой. Фанаты одного исполнителя говорят на одном языке, у них общие ценности, которые привели их к этому исполнителю, а на основе общих ценностей может развиваться дружба, любовь, взаимоподдержка. Когда ты свой, и тебя поддерживают и помогают. В своей деятельности фанаты прежде всего находят чувство принадлежности к группе. Это важная социальная потребность человека – быть частью чего-то большего, быть признанным, быть своим в какой-то из сфер. Когда мы говорим о фан-клубах творческих деятелей, участники фан-клуба подпитываются энергией творчества кумира. Мы любим тебя! Димаш! В здоровом развитии отношения поклонника к своему кумиру, взаимодействие с творчеством может давать энергию и вдохновение для дел и жизни поклонника. А теперь, друзья, я хочу обратиться именно к вам. Считаете ли вы себя поклонником Димаша или нет? В каком году вы впервые познакомились с творчеством этого артиста? Как этот невероятный артист и его песни повлияли на вашу жизнь? Я жду ваши честные ответы на эти вопросы в комментариях под этим видео. Напишите, из какого вы города и страны. Обязательно поделитесь этим видео с вашими друзьями и знакомыми, пусть они также дадут свое мнение об этом. Я очень сильно надеюсь на то, что вам понравился этот фильм и вы поддержите его лайком и напишите несколько комментариев. Также вы можете поддержать наш канал, став его спонсором за любую сумму. Спасибо, что вы с нами, и храни вас Бог.